Хюррем Султан, несомненно, одна из самых известных женщин в истории Османской империи. Спустя века о ней расскажут в романах, сыграют в театрах, покажут в фильмах. Во всех видах интерпретациях мы видим женщину, которая крепко взяла в оборот османского султана и заставила события идти так, как хотелось только ей. Правда ли это? Никто точно не знает. Однако мы можем попробовать разобраться в истории спустя столетия, используя знания турецких историков. Привет, друзья! Рада снова с вами увидеться. И по традиции 26 числа у нас новое видео. Сегодня речь пойдет о так полюбившейся многим телезрителям Хюррем Султан. И, как считают сами турки, все это благодаря сериалу «Великолепный век». Они говорят, что Хюррем была не такая. Она давила на Сулеймана, часто становилась причиной казни многих людей, в том числе Мустафы и Ибрагима. Она управляла султаном, околдовала его, и все это ради собственной власти. Но так ли это? Об этом очень много есть на нашем канале «Империя». Мы сделали для вас отдельный плейлист «Хюррем Султан». Включайте и смотрите все самое настоящее об этой великой женщине. Ну а мы с вами сегодня узнаем, что стало с теми, кто еще при жизни Хюррем, как утверждают некоторые источники, тихо ненавидел Роксолану, и если не действовал против нее в открытую и не плел интриг, в душе желал ей сущего ада. Но, наверное, самое интересное мы узнаем, что случилось с близкими подругами Хюррем, которых было не очень много. Друзья мои, пишите в комментарии ваше мнение, а также помогите сделать так, чтобы больше зрителей увидели это видео. Поставьте ему лайк, за что вам большое спасибо. Большинство телезрителей, кто посмотрел сериал «Великолепный век», увлеклись османской историей. Количество вопросов, которые каждый себе задает, настолько много, что интерес поклонников не угасает даже спустя долгие месяцы после того, как сериал перестали показывать. Как умер на самом деле в истории? Сколько было детей? Реален ли исторический персонаж? И множество других тем беспокоит миллионы зрителей. Как вы помните, Шах-Султан была сестрой султана Сулеймана и приехала в Топкапы, чтобы добить Хюррем. Во всяком случае, именно для этой цели ее пригласила Хатидже Султан. Однако, вновь прибывшая сестра падишаха не набросилась сразу на Хюррем, а стала внимательно разбираться. Но что же ей делать, если хасики никто не любит? А заслушать две стороны конфликта Шах не удается. Шах-Султан была крайне благоразумна. Она старалась выяснить, так ли страшна Хюррем и несет ли опасность для членов Османской династии. Хладнокровная, рассудительная и внимательная Шах-Султан, что не свойственно было даже многим мужчинам династии, невзирая ни на что, все-таки встала на сторону Хюррем и была ее верной союзницей. Так нам показали в сериале. Историки утверждают, что Шах-Султан жалела Хюррем и делала все, чтобы стать ее помощником. Все мы знаем, что Шах родила не мать Кануни, а другая наложница, а потому девочка являлась Сулейману сестрой лишь по отцу. Сестры, рожденные Хавсой Султан от султана Селима, часто подтрунивали над Шах, и та во взрослой жизни имела на них жесткую обиду. Как утверждают некоторые источники, Шах дружила с Хюррем Султан, а потому очень важно то, как она пережила смерть своей подруги. Известно ведь, что супружеская жизнь самой Шах не была безоблачной. Муж был груб, являлся тираном и даже побил султаншу, когда та угрожала ему. После смерти Хюррем Шах очень переживала. Утверждается, что она вышла замуж
но не по любви, а чтобы отправиться в паломничество. Женщина совершила хадж, а по возвращению через короткое время умерла. Шах Хубан была филантропом и очень много занималась благотворительностью, чем, собственно, была очень похожа на свою подругу Хюррем Султан. Вопреки тому, что показали в сериале, наложница Сулеймана Гюльфем была подругой Роксолане. Как мы уже знаем из других наших видео, идентифицировать Гюльфем в гареме Кануни непросто. Тоже она, его наложница, первая жена, у которой умер сын, или все-таки жена деда Сулеймана и близкая подруга Валиде, неизвестно. Но знаем точно, что личность такая была, так как существуют архивные записи, в частности и особенно письма Хюррем и Сулеймана, где часто упоминается имя Гюльфем. В архивах Топкапы есть упоминание о том, что Сулейман просил лично Гюльфем присмотреть за Хюррем, пока он будет в военной экспедиции в Венгрии. Я думаю, что это является доказательством тому, что Хатун была действительно не просто вхожа в династию, а пользовалась даже у самого султана большим доверием. Но есть еще одно очень важное письмо, которое показывает, насколько широки были полномочия Гюльфем. Это архивное письмо Хатун на войну Сулейману. Дело в том, что султан выделил Хюррем приличную сумму на разные расходы, которые ей, возможно, нужно будет сделать в его отсутствие. Но он переживал, как неопытная Роксолана сможет распорядиться этими деньгами, хватит ли ей их, пока его не будет. О своих сомнениях он сказал Гюльфем, а та затем отчитывается в письме Сулейману. Она пишет, что Хюррем потратила довольно много денег, а когда Хатун обратилась к ней с вопросом о том, сколько денег у нее осталось, она промолчала. Тогда я, продолжает Гюльфем, попросила выведать эту информацию у гаремного евнуха, и тот донес, что Хюррем осталось 500 золотых. Только прошу вас, мой султан, пусть Хюррем не узнает о том, что я выведала эту информацию у евнуха, написала Гюльфем Хатун. Мы с вами знаем еще как минимум об одном письме Хюррем, которое говорит о близких отношениях между ней и Гюльфем. Вы должны вспомнить об этом инциденте, который в сети обсуждают как историю пьянства. Речь идет о том письме Хасики, которое она написала Сулейману. О нем рассказала историк Лесли Пирс на страницах своего произведения про Роксолану. Вот его недословный текст. «Мой султан, благодарю вас за те сувениры, которые вы передали нам с Гюльфем. Но что это была за бутылочка с жидкостью? Я выпила ее содержимое. Вы бы только видели, в каком я ужасном потом была состоянии. Я не помню, что я наговорила своим гостям, а потом еще спала весь день. Надеюсь, что когда мы увидимся, мы серьезно поговорим об этом». Хотя есть мнение, что это было письмо не Хюррем, а Гюльфем. Гюльфем была кем-то в истории, о ком мы никогда не узнаем настоящую правду. Но что-то она сделала такого, что даже после ее смерти она мучилась. Мечеть сгорела вместе с магазинами и домами всего района, где она была построена в 1850 году. Правда, слава богу, ее затем отремонтировали на деньги, собранные местными жителями в 1868 году. А в 1930 году мавзолей и школа, построенные Гюльфем, были разрушены при дорожных работах. Затем и могила самой Гюльфем была перенесена. Как утверждается, после смерти Хюррем Сулейман взял себе еще одну молодую жену. Так случилось, что ее имя было тоже Гюльфем. Венецианские послы в своих отчетах часто писали, что после смерти Хюррем видели Сулеймана с женщинами, гуляющими в саду дворца. Они называют ее Гюльфем, но, как мы понимаем, лицо ее никто не видел.
Вопреки истории, которая гуляет по просторам интернета, о том, что Гюльфем была казнена по приказу Сулеймана за то, что продала хальвет с султаном другой наложницы, Гюльфем умерла незадолго до смерти самого Кануни, своей смертью от того, что чем-то, не установлено чем, сильно болела. Тот факт, что на ее могиле написано «мученица», не означает того, что она была казнена. Такие слова писались на могилах и тех людей, которые умерли от тяжелой болезни, например. Фатьма Султан – радостная, смеющаяся и никогда не унывающая женщина. На ее долю выпала нелегкая судьба. Лишь немногие могут понять, насколько жизнь султанши была несчастной. В архивных источниках она описывается как женщина с очень высоким уровнем интеллекта, внешне похожей на своего отца Явуза Султана Селима, а по манерам и воспитанию на мать Айше Хафсу. История отношений Фатьмы Султан и Хюррем в архивных документах не описывается, однако некоторые авторы книг и исторических работ какие-то детали этих отношений все же описывают. Например, доподлинно известно, что Фатьму просто обожали янычары. Они же боготворили Мустафу, сына Махидевран. Фатьма была довольно дружна с Махидевран. Однако женщины жили в разных концах империи, грубо говоря, не виделись и не общались лично. Но они могли писать и писали друг другу письма, и Фатьма действительно поддерживала Мустафу. Естественно, Хюррем это не нравилось, да и не могло нравиться, ведь Мустафа был прямой угрозой сыновьям Роксоланы. А потому женщины предпочитали ничего друг о друге не знать, ну или делали вид, что ничего друг против друга не имеют. Личная жизнь Фатьмы складывалась трагично. Сначала она по настоянию своего отца вышла замуж за Мустафу Пашу, он был губернатором Анталии. Долгое время сестра Сулеймана проживала вместе с первым мужем, пока он не загулял. Султанша долго терпела измены супруга, но, наконец, ее гордость не выдержала, и она пожаловалась отцу Явузу Селиму. Султан брак расторг, а женщина приехала в Топкапы. Действительно, у Фатьмы и Алкаса Мирзы, вероятно, сложились любовные отношения. Это следует из документов, описывающих причины его казни в реальной истории. И брак с Ахмедом Корой-Пашой у Фатьмы тоже был. Жили они искренне, любя друг друга, что подтверждается подарками, которые он ей дарил, и поступками Фатьмы после его смерти по сохранению памяти о муже. В этом браке Фатьме не повезло. Кара Ахмед Паша совершал неправильные поступки, как думал Сулейман, в результате чего Паша был казнен. Правда, многим позже, уже при правлении Селима, выяснилось, что Ахмед Паша не был виноват в преступлениях, ему вменяемых Сулейман-ханом, вызвал к себе Фатьму и извинился за своего отца. Но это лишь помогло восстановить доброе имя Ахмеда, не более того. Фатьма долго и сильно страдала после казни мужа, ведь даже детей за всю жизнь Аллах ей не дал, как уверяет большинство источников. Сулейман не смог долго смотреть на траур сестры и попросил евнуха Ибрагима Пашу на ней жениться. Понятное дело, что брак этот был просто так, чтобы Фатьма отвлеклась от страданий, но так или иначе пара прожила 1 год, и эта love story закончилась так же, как и все предыдущие истории султанши. Ее новый муж тоже умер. И есть свидетельство тому, что Фатьма сама попросила брата выдать ее замуж, так как собралась в паломничество, а незамужней женщине туда нельзя. Фатьма умерла в 1573 году естественной смертью, похоронена рядом с любимым мужем Кара Ахмед Пашой, от потери которого не смогла оправиться до последнего дня своей жизни. Таким образом, Фатьма Султан – это единственная сестра султана Сулеймана, которая не имела детей,
была несколько раз замужем, а все ее мужья, как и все ее другие мужчины, закончили свою жизнь, умерев не своей смертью или не просто так. Ну и, конечно, главный враг Хюррем Махидевран. Ее судьбу все хорошо знают. После смерти Хюррем Махидевран считала, что ее сын и она отмщены. Действительно ли Роксолана приезжала к Махидевран в Бурсу мириться? Исторических тому подтверждений нет. Думаю, это всего лишь домыслы сериала. Махидевран жила в одиночестве еще довольно долго после смерти сына и Хюррем. У нее на глазах к власти пришел сын Хюррем Селим. Одному богу известно, какие и ему были посланы проклятия. Однако Селим Махидевран помогал, это известно доподлинно. Видимо, испытывал некоторые угрызения совести перед этой бедной женщиной за поступок своего отца. Так или иначе, в возрасте 86 лет Махидевран скончалась. Похоронена в Бурсе, в одном из мест комплекса Мурадия. Про Махидевран бродит много разных версий, включая живущую в наши дни наследницу ее истории. Насколько все это имеет право на жизнь, известно только Аллаху. А на сегодня все. Не забывайте подписываться. Пишите в комментариях, что вас интересует еще. Посмотрите внимательно наши видео. Исторической информации на канале Империя просто завались. Всех обняла. Оливия. Реквизиты для поддержки канала, чтобы видео выходили чаще, в описании к этому ролику.